Всем привет! Наконец-то я вам выложу окрашивание, то, которое обещала, которое делала девочки, если вы помните в предыдущем видео. Значит, вот смотрите, что я вам здесь показываю. Суть у нас в том, мы до этого подстригли девочку, подстригли специально под окрашивание, которое должно быть. И теперь желание у девочки такое, она хочет, чтобы у нее все кончики были темные, то есть синие. Она конкретно хотела синий цвет. Мы, конечно, делали ей разные, розовый, там и фиолетовый, но вот ее желание синий. И поэтому мы с вами выбираем ту длину именно, которую мы не будем красить, которая будет мягко прикрывать наш с вами рисунок. Потому что если мы сделаем по всем волосам, просто по кончикам, у нас получится четкая, отрезная, некрасивая линия. Поэтому мы с вами нашли то количество волос, которое будет мягко прикрывать нижнюю часть, будет как бы играть цвета. Технику я выбрала нанесение, будет у нас с вами балаяж, то есть треугольники. И главное, вы должны определить именно ту часть, которую вы будете красить. Все остальное вы подкалываете наверх. Вот вы обратите внимание, что я делаю. Я, видите, волосы беру в руку и прикладываю как бы к нижней части, чтобы у меня только чуть-чуть прикрывался низ. Потому что если вы оставите очень густую верхнюю часть, вы закроете полностью рисунок. Тем более у нас с вами стрижка, низ у нас с вами все-таки массивный, более тяжелый. Градуировка у нас идет только поверху. Вот здесь я вот делаю вообще как бы разделение даже треугольниками, потому что у лица, чтобы не было очень уж слишком ровно. Поэтому мы с вами убираем наверх и закалываем те волосы, которые нам просто не нужны. Значит, еще раз повторю, стрижку мы с вами сделали до, и стрижку мы, естественно, предполагали сразу под окрашивание. Значит, следующий вариант, не следующий вариант, а следующий этап. Мы с вами сушим волосы, не вытягивая. Если вы обратили внимание, у девочки волосы кудрявые, и я должна была видеть, как они ложатся у нее тогда, когда она носит сама. Потому что если вы вытянете, естественно, все будет по-другому. Дома она никогда вытягивать не будет. Это ребенок, вы понимаете. Поэтому нужно было просто посушить феном без расчески. Они примут состояние естественное, и от этого вы, естественно, выбираете уже ту часть, которую вы будете красить, которую не будете. То есть делите волосы согласно вашей задумке. Ну, вот видите, я разделила, это наши первые с вами треугольники. И здесь у нас с вами обычная техника балаяж. Но, значит, смотрите, так как аппетит приходит во время еды, я, конечно же, не планировала девочку красить, просто мама попросила, она пришла просто на стрижку. Конечно, я ей тогда хотела делать другую стрижку. Ну, может быть, мы с ней еще изменим. Все это я вам тогда покажу, потому что у меня много клиентов, которые просто приходят и меняют стрижки. И не все красятся. Значит, смотрите, конечно же, вы должны одеть обязательно перчатки. У меня совершенно просто не было времени, у меня там ограничено очень было. И, естественно, я бумажки использовала те, которые у меня уже были подготовлены для другой девушки. Значит, здесь обязательно что вы делаете? Одеваете перчатки, берете большие бумажки, чтобы вам удобно было красить, то есть большую фольгу. И на ней уже спокойно рисуете. Здесь у меня, я немного экономила время, если честно, поэтому я буду пачкаться. Я, конечно, понимаю, что все краски отмываются, но вы должны беречь свои ручки, беречь свой маникюр, потому что вы же знаете, что все-таки лаки, гель-лаки, они все впитывают красители. У вас руки должны обязательно быть красивые, так что постарайтесь думать о себе. Я, конечно же, убыстряю моменты какие-то окрашивания по той причине, что если вы как бы умеете пользоваться этой техникой, то здесь идет просто постоянное повторение. Поэтому на этом, если кому интересно, я сделаю отдельный акцент. Но где-то в предыдущих видео у меня есть уже окрашивание балаяж, вы можете посмотреть, это нанесение. Значит, высоту вот этого синего треугольника, который вы будете рисовать, неважно, синего, может вы другой какой-то цвет выберете, вообще не суть. Вы опять же определяете сами. Вы можете пустить только кончик, можете сделать наполовину.
все это, конечно же, в вашей фантазии, в вашем желании. Я делаю побольше. Ну, я крашу, кстати, прямым пигментом ее. Вот. Но вы сами решаете уже. Вы видели в самом начале, я вам выставила, как это в итоге смотрится. Смотрится это в итоге красиво. Вот. И у вас верхняя часть, которую вы закололи, она будет не окрашена, а значит, соответственно, будет прикрывать ваш синий вот этот вот цвет, и цвет будет бликовать из-под верхней части. Ну, на самом деле получается очень красиво. Просто вы все знаете, что все эти голубые цвета в итоге вымываются в зеленый, но желание ребенка остается желанием ребенка. Я ее предупредила, что она будет потом зелененькая. Обязательно своих клиентов предупреждайте, что цвет вымывается в какой-то не очень нужный. Но она сказала, мне и зеленый нравится, так что она будет у нас ходить разная. И потом в следующий раз придет на какое-то другое окрашивание. А до этого мы с ней делали аэр. Ну, они решили, что аэр она сейчас не хочет, а так как концы у нас уже белые, вот поэтому решили воспользоваться сразу же прямыми пигментами. Они прекрасно ложатся и на натуральный цвет, и на обесцвеченный. Конечно, преимущество пигментов колоссальное. Вот, значит, мы с вами в технике балаяж, естественно, все это делаем до конца. Так что вы просматриваете здесь, а я вам коротко расскажу. Значит, на чем я вообще работаю, да? Прямые пигменты я беру из разных фирм, поэтому акцент делать не буду. Если, конечно, надо, я вам расскажу. Вот, а вообще, значит, красители я использую Goldwell, но... Если честно, я использую все красители, просто люблю Goldwell, да. Значит, использую все красители по той причине, что в каждом бренде есть какой-то свой краситель, который мне очень нравится. Я, естественно, пробую много. И плюс еще финансовая составляющая. То есть вы смотрите по возможности своих клиентов, которые приходят к вам. Вот видите, здесь бумажка должна быть длинная, для того, чтобы вы планшет уперли в голову, и тогда вам будет легче красить. Вы можете, естественно, отходить на расстояние вниз, но все равно планшет как бы должен иметь упор. У меня, видите, короткая бумажка, поэтому пришлось стянуть. Перешли вы на висок и, соответственно, продолжаете в той же технике, с техники треугольников красить височную зону. Не ленитесь, делите пряди. Не делайте большие, слишком толстые, потому что их надо прокрашивать. Вот видите, какие у меня уже грязные руки? Обязательно одевайте перчатки. Ну так вот, значит, по поводу вернусь к красителям. Учитывайте возможности своего клиента, финансовые возможности. Поэтому красители вы можете использовать любые. Главное, вы должны использовать хороший оксид. И плюс я еще использую кератин от Laone Lab. Я вам внизу дала ссылку под видео. Вы можете заказывать его себе. Я вам дала там код, который даст вам скидку. Поэтому пользуйтесь. Реально этот кератин не тормозит работу. Волос становится гораздо лучше, более блестящий. И работа кератина заключается в том, что он краску, которую вы смешиваете, в которую краску вы добавляете этот кератин, он как бы у вас несет краситель чуть глубже. За счет этого цвета получаются более стойкие. Ну и блеск, я еще раз повторю, качество волос не портится, работу красителя не тормозит. Так что, конечно, я вам это все рекомендую, пользуйтесь, пожалуйста. Так, это рассказала. Значит, следующее у меня. Да, провожу обучение, колористику даю онлайн, естественно, стрижки и отработка, стажировка, все это у нас с вами офлайн. Значит, следующее. Набираю моделей, естественно, для стрижек, для окрашивания. Значит, еще что? Переезжаю. Сейчас вот делаю ремонт. Остаюсь на Тульской, то есть будет между метро Тульская и между Серпуховская пройти. Пишите адрес, скину новый.
Так что заканчиваю, будет помещение не очень большое, но решила все-таки его взять, вот, потому что тяжело мне сейчас без него, и поэтому как бы меняем это помещение. Так что добро пожаловать, я всех, естественно, вас жду. Вот здесь то же самое, как видите, я спустилась на край, волосы у меня здесь длинные и рисую с краю. Чтобы вам легче было, еще раз повторю, бумажки делаете большие, для того, чтобы был упор в голову. Мы с вами и с другой стороны, как видите, также прокрашиваем, переходите на следующий висок, когда вы прокрасили все. И также в этой технике балаяж мы с вами все рисуем. Вы краску, прямой краситель выдерживаете по инструкции, смываете, делаете уход обязательно. Про уход я тоже вам все расскажу, если интересно. Вот, значит, и не забывайте, пожалуйста, домашний уход. Даже если вы покрасили темной краской, да, на светлые волосы, уход обязательно все равно продолжаем делать. Потому что если вы когда-то обесцвечивали волосы или вообще их покрасили, структура меняется волоса, волос становится суше. И поэтому, конечно же, домашний уход обязательно вы своим любимым клиентам предлагаете. Ну и также, конечно же, приглашайте на салонный уход. Он более мощный, более сильный. Я конкретно делаю ПИУ. А что такое ПИУ, вы можете почитать в Инстаграме, вот, у Ариши Грибовой. Поэтому, пожалуйста, я как бы проходила у нее обучение специально и пользуюсь, реально результат очень хороший. Волос плотный, блестящий, что можете почитать, посмотреть. Значит, здесь мы с вами переходим уже к сушке после окрашивания. Как я вам сказала, вы сидели время, сделали уход, бла-бла-бла, все сделали. И теперь мы с вами вытягиваем волосы для того, чтобы завершить нашу стрижку. Потому что стрижку мы с вами стригли в самом начале. Посмотрите видео, кто еще не видел стрижку, вот, пожалуйста, там обратите внимание на это. И вытягиваем волосы для того, чтобы нам с вами доработать. И сейчас вы уже будете смотреть результат доработки. Вообще я не помню, сейчас у меня дойдет до конца, я посмотрю, стригла я вам. Я просто здесь немного убыстрила. Потому что сейчас движения одни и те же, как видите, я просто вытягиваю. Какой-то сильный, мощный объем ребенку мы, конечно же, не создаем, это ребенок. Ну, так чуть-чуть живенько, пышненько. Вот вы видите, как это все выглядит у нас. Вот последняя часть, которую мы не красили. Она сейчас будет плавно рассыпаться и перекрывать наш краситель. Вот видите уже, как рассыпается шикарно. Брашинги, инструмент мой, да. Значит, фен Тайгер, потому что спрашиваете все. Он такой маленький, компактный, очень удобный в руке. Рекомендую, мощный. Брашинги Оливия Гарден. Я ничего не продаю из инструмента. Это не мое, я не умею торговать. Так что, пожалуйста, ищите сами в интернете, все это есть. Вот обратите внимание, как уже все получилось. Видите, у меня волосы, то есть у меня рисунок торчит, у меня неявно выделен, только по краешку. И теперь мы с вами дорабатываем, открываем, чтобы это смотрелось красиво. Ну, плюс, вы не понимаете, кудрявые волосы, вот здесь конкретно у нее вихор. Поэтому обратите, вот если какие-то вихры, потому что, естественно, у клиентов у всех разные волосы, обратите внимание на то, как они будут ложиться уже в дальнейшем, чтобы ей было все удобно. Так что мы все с вами дорабатываем для того, чтобы наш рисунок красиво выглядывал. Методом понтинг я это дорабатываю. Вот вы это все прекрасно видите. Все, ничего не скрываю, ничего не доделываю. Так что имейте в виду, не прячу от вас. Все это при вас. Идет конкретная работа.
Это не подсадные люди, это люди, которые мои клиенты многолетние. И они для вас соглашаются показывать себя в качестве моделей. Так что вы приходите ко мне, я вас всему научу. Спасибо, что вы смотрите меня, пишите, задавайте вопросы, я всегда отвечу на них. Обращайтесь, ставьте лайки, мне это все очень приятно. Вы досматриваете, здесь у меня поинтинг так и делается, то есть никакой другой. Нет, на самом деле у меня еще слайсинг здесь может быть, но это уже когда у лица. И, значит, вы не забывайте, волосы кудрявые, поэтому сильно облегчать их не надо. Вы облегчаете их в меру для того, чтобы у вас просто играл рисунок. Ну и, соответственно, стрижка легче ложилась. Обратите внимание, что я подтягиваю волосы на теменной, на макушечной, затылочной, верхней затылочной зоне именно все к центру. Вот обратите внимание, видите, я подхожу с противоположной стороны, подтягиваю все к центру. Это для того, чтобы у меня теменная зона, то есть топ-зона, была как бы самая короткая и мягко все распадалось. Это определенная техника стрижки. Еще раз я буду объяснять это тогда, когда мы с вами будем обучаться уже живьем. То есть отработка у нас идет и на моделях, но сначала болванки. Так что все это я вам еще раз покажу и объясню для чего, чтобы вы не забыли. И вот результат, конечно, очень красивый, но, к сожалению, все вымывается, особенно вот эти прямые пигменты. Но они не травмируют сильно волосы. Поэтому и ложатся, кстати, они всегда предсказуемо. То есть хорошо ложатся, лучше, чем, конечно, вот эти пастельные красители. Технику доработки, как видите, я вам здесь показываю все это подробно, хотя, конечно, это относится больше к стрижке, не к окрашиванию, но я думаю, что вам будет интересно, как я это все дорабатываю, чтобы это выглядело потом в итоге очень мягко. И вот обязательно челочку, у нас с вами тоже также понтик, но на расческу уже идет. Вы можете здесь использовать то, что вам удобно, технику свою выбирайте. Здесь главное идет доработка, чтобы красиво ложились волосы. Челка у нас, она отращивает, поэтому челка у нас удлиненная. Можно было сделать покороче, но ребенок решил отрастить челку себе. Видите, за счет того, что мы делали треугольники, у нас с вами линия у лица, опять же, мягко рассыпается. Где-то больше видно, где-то меньше. Получается такая игра цвета. Ну все, со всеми я прощаюсь. Я вас жду, подписывайтесь. Всех люблю, всем хорошего дня, хорошего настроения. Ну, у кого-то утро, у кого-то ночь, у кого-то вечер. Так что всем желаю счастья. И пока-пока.